Всем привет, Алексей на связи. Сегодня будет довольно большое разговорное видео, в котором я расскажу, что сейчас происходит с музыкой и каналом, немного поделюсь планами на будущее, а также отвечу на несколько важных вопросов, которые в последнее время часто задавались в комментариях. Итак, в первую очередь поговорим про музыку. Я продолжаю потихоньку сводить и финализировать треки, которые в конечном итоге войдут в новый альбом Ре минор. Выпускать планирую по старой схеме. Каждый трек будет выходить отдельно по мере готовности. Как только все выйдут, выпущу альбом целиком. Точно так же у нас это происходило с альбомом Арьергард, алды должны помнить. За исключением одного нюанса. Я хочу, чтобы каждый новый трек выходил сразу на всех площадках, и вы могли сразу же его слушать там, где вам нравится, а не только на ютубе. Когда же таким образом выйдет последний трек и сформируется альбом, то отдельные синглы можно будет снять с публикации, чтобы в дискографии группы были только цельные альбомы. Далее, есть 3 трека, которые вышли на YouTube-канале, но официально на площадках выпущены так и не были. Это композиции «Морская», «Голос» и «Кофта». Я планирую их немного пересвести под наши текущие стандарты, и в результате эти треки тоже войдут в будущий альбом. Далее поговорим немного о текущем канале. Первое. Как вы уже заметили, канал был переименован в Ре минор Music, как и все остальные мои ресурсы. Один человек — это все-таки уже никакой не бэнд. Да и лейбл, через который официально выпускается вся моя музыка, называется Ре минор Music, поэтому я решил, что пусть лучше названия везде совпадают. Второе. Все важные видео курьера переехали на отдельный канал. Это трейлер, аниматики и 2 эпизода мультфильма. Также туда переехал и клип «Чернозем». Все остальные видео по курьеру скрыты, это в первую очередь видеоотчеты. Будут или нет переноситься старые видеоотчеты на новый канал, это все на усмотрение Артема. А все будущие отчеты по мультфильму будут выходить теперь на новом канале. Ссылка на новый канал Артема в описании. Третье. Я хочу превратить этот канал на ютубе в официальный канал музыкального исполнителя Ре минор. Что это значит? Это значит, что все подписчики и все релизы группы будут объединены в одном канале, а также появится галочка официального канала. Для этого я временно скрою все видео с каверами и 8-бит треками, авторство которых не принадлежит мне, чтобы не было никаких проблем с авторскими правами во время этого процесса. Когда канал станет официальным, посмотрим, что будет с этими видео. И там я уже буду решать, возвращать их в общий доступ или оставить скрытыми. Теперь поговорим о дальнейших планах. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но давайте попробуем, если не рассмешить его, то хотя бы заставить слегка улыбнуться. Итак, в первую очередь будет закончен новый альбом Ре минора. С последнего номерного альбома Арьергард прошло уже больше 7 лет, и новый альбом давно уже должен был быть закончен и выпущен. Но все как-то не получалось. Теперь же все мои силы и время будут брошены прежде всего на это. Что после альбома? Во-первых, я хочу пересвести, может чутка доделать и официально выпустить все наши короткие инструменталки, которые выходили на YouTube-канале много лет назад, но так и не были официально выпущены на всех площадках. Мне эта музыка до сих пор нравится, и я хочу ее выпустить. Так что после альбома, скорее всего, в первую очередь займусь этой задачей. Во-вторых, новый альбом раз в 7 лет – это слишком долго. Меня такое не устраивает. Музыки уже написано много, и она постоянно продолжает писаться. Ее нужно финализировать и выпускать, а не писать в стол. Такими темпами можно и не успеть все выпустить, жизнь никого не ждет. Поэтому я бы хотел выходить на сроки выпуска новых альбомов хотя бы раз в 1,5 года, лучше даже по возможности альбом в год. Задача эта сложная и амбициозная, но я постараюсь все сделать в лучшем виде. Пару слов про Boosty. Поскольку над курьером я больше официально не работаю, то соответственно я больше не беру и не имею права брать никакие деньги с ваших текущих донатов. Старая страничка Boosty полностью отошла к Артему, и все ваши донаты на ней будут потрачены исключительно на анимацию и все, что с ней связано. Я же создал новую, мою личную страничку на Boosty, где буду вести сбор исключительно на музыку и все, что с ней связано. Так что если вам нравится музыка, которую я пишу, то прошу вас по возможности поддержать меня рублем.
Так я смогу меньше отвлекаться на поиски ресурсов на базовые жизненные потребности и смогу все свое время посвятить сочинению, записи, сведению и выпуску музыки. Планы, как я уже озвучивал выше, грандиозные, и вместе с вашей поддержкой у нас обязательно все получится. Теперь перейдем к секции с вашими вопросами. Постараюсь коротко ответить на те, которые мне кажутся особенно важными. Первый вопрос. Почему вы с Артемом разошлись? Не буду сильно вдаваться в подробности и выносить ссор из избы. Все это некрасиво и касается только двух конкретных взрослых дядек. Скажу лишь, что наши разногласия не касались финансовых вопросов, как это обычно бывает. Все они находятся чисто в творческой и организационной плоскостях. Мы остаемся в хороших дружеских отношениях, просто работать вместе не будем, по крайней мере пока. Совместным творчеством мы занимались более 17 лет, а дружим вообще уже около 30 лет. Такое невозможно просто закончить, даже при желании. А желания такого у нас нет и не будет. Так что, несмотря на расход, по-прежнему дружим, поддерживаем друг друга и будем всячески помогать друг другу и дальше в наших проектах, при любой возможности. Второй вопрос. Почему основной канал на YouTube отошел Лехе, а не Артему? Мы договорились именно так, потому что это в целом довольно справедливый исход. Постараюсь коротко объяснить наше решение, чтобы не ходило никаких слухов и спекуляций, что кто-то у кого-то что-то украл или отжал. Все наши каналы и ресурсы были общие. Соответственно, при расходе это должно было как-то поделиться более-менее честно между нами двумя. Основные два наших актива – это YouTube-канал и странички Boosty плюс Patreon с вашими донатами. Главная же цель была в том, чтобы мы оба могли дальше продолжать работу над своими проектами, а не просто чтобы все досталось одному, а второй ничего больше не мог нигде сделать. А так получилось более-менее справедливо. Оба что-то оставили у себя из важных совместных активов, а что-то потеряли. У меня остался YouTube-канал, который изначально был каналом прежде всего музыкальной группы, задолго до мультфильма. Я могу и дальше работать и выпускать на нем музыку. А вот финансовый путь с донатами на свой проект мне придется начинать полностью с нуля. У Артема же остались странички Boosty и Patreon вместе со всей финансовой поддержкой аудитории, поскольку в первую очередь эта поддержка была направлена именно на мультфильм. Для курьера критична прежде всего финансовая стабильность, чтобы можно было продуктивно продолжать работу. А аудитория на новый YouTube-канал, я уверен, рано или поздно наберется, поскольку и интерес к проекту есть, и я со своей стороны буду его всячески рекламировать и дальше. Так что вот такие дела. Надеюсь, объяснил более-менее понятно наши мотивы, и подобных вопросов больше ни у кого не возникнет. Третий вопрос. Почему видео с курьером были удалены с канала, и почему их нельзя было оставить и сделать хотя бы доступными по ссылке? Дело в том, что если оригиналы видео остаются на канале, и после этого они заливаются на какой-то другой канал, то YouTube всем новым видео присваивает метку «Повторно использованный контент». И далее видео с этой меткой никак больше не продвигаются YouTube. Поэтому нужно было именно удалить видео из текущего канала, чтобы на новом канале они продвигались и могли набирать активность. Это было тяжелое решение, но его необходимо было принять. Так что тут не было никакого злого умысла, что один назло удалил с канала все видео другого. Ни в коем случае. Артем сам своей рукой все удалял и переносил на новый канал, полностью осознавая, что он делает. Четвертый вопрос. Будет ли в будущих эпизодах «Курьера» музыка от ре минор? Сложно загадывать наперед, жизнь штука непредсказуемая, особенно в наше тревожное время. Я думаю, что вероятность собраться и снова совместно поработать над звуком и саундтреком для мультфильма крайне высока. Мы оба этого хотим, и нет никаких объективных причин нам этого не сделать. Мало того, мы уже даже, можно сказать, предварительно договорились. Но до этапов записи звука и саундтрека еще далеко. Мы за это время друг от друга отдохнем, поработаем отдельно над своими проектами, а там посмотрим, как все сложится. На этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание и поддержку. И мне, и Артему не просто далась наша ситуация.
Но я хочу надеяться, что у нас обоих все получится, как по отдельности, так еще и не один раз вместе когда-нибудь в будущем. Подписывайтесь на новый канал Артема и следите за его успехами по курьеру. Ну и на наши отдельные странички Boosty тоже, все ссылки в описании. Надеюсь, это видео было информативным и полезным. Буду периодически выползать и по необходимости делиться с вами важной информацией в таком формате. Не прощаюсь, до связи.